бюджетные авиалинии с задержкой в 3 часа, бюджетный автомобиль с запотевающими окнами, бюджетный отель с гудящим кондиционером и моросящая бюджетная погода. Вот так нас встречает небольшой, но популярный Форт Лодердейл, Флорида. Место, откуда мы начинаем свое путешествие в самую южную точку Соединенных Штатов Америки – Ки-Уэст. Доехали до Ки-Уэст, наша первая остановка. Вау! Наша первая остановка на пути в Ки-Уэст. Небо проясняется, но погода по-прежнему нелетная. Как видите, ветер просто сдувает с ног. Сам по себе Ки-Ларго городок мало чем примечательный. Да, ничего особенного. Так себе. Но, если вы найдете хороший отель, то местные виды вас вряд ли разочаруют. Где-то там, всего в паре дней на веслах, Бахамы. А вот там кубинская Гавана. Havana, Havana. You know I wanna see Havana, Havana. Oh. Направляемся к острову Исламорадо, нашему следующему пункту в архипелаге Ки-Уэст. Погодка разгулялась. Уже почти 30 по Цельсию, на небе пару облачков. Сам по себе Ки-Уэст представляет из себя длинный архипелаг островов, расположенных в Атлантическом океане. Достаточно уникальное место, образованное еще во время ледникового периода. Люсинда никогда не доверяет мне, все время проверяет, не забыл ли я что-то в машине. Игуана обыкновенная. Это крупная растительноядная ящерица, обладающая спокойным нравом и уживчивостью. Ведет древесный образ жизни, при этом любит изобилие пространства и влажный тропический климат. Данный самец, по всей видимости, готов к брачным играм и залез на дерево, чтобы разглядеть месторасположение ближайшей самочки. Но это не точно. Февраль не считается сезоном для Флориды. Даже сейчас на пляже достаточно многолюдно. Трудно представить, что здесь творится летом. Несмотря на то, что водичка была холодновата, мы решили понырять в надежде на эпичные кадры под водой. Но нашим планам было не суждено сбыться. Мы хотели ехать в professional tour, нырять куда-то. Мы не можем даже просто одеть эту маску и плыть. Вот мы и добрались до самой южной точки континентальной Америки. We made it. It's just 90 miles to Cuba. And there's a really long line. So I don't know if we're going to get a nice picture, but a little bit of a video. Целая очередь, чтобы сфоткаться. Мы не любим очереди, поэтому только так. Что такое Ки-Уэст? Это очень маленький островной городок, насквозь пропитанный духом колониализма. Единственное место в США, где температура ни разу не опускалась ниже 0 градусов по Цельсию. К
где курицы с цыплятами спокойно разгуливают по центру города. А вот и петушок. Да тут целый зоопарк. Современная урбанистика в действии. Даже если ты готов заплатить за парковку, то хрен где запаркуешься. Присаживались на самокаты и велосипеды. Ну или можно вот так, на гольф-машинке. Напрасно они бросают винтовки. Они думают, если побросают винтовки, то их не заставят воевать. Эрнест Хемингуэй, прощай оружие. Именно здесь, в Ки-Уэст, на втором этаже этого дома, Эрнест Хемингуэй работал над своим романом. Считается, что Эрнест Хемингуэй ныне не актуален, но судя по этой очереди к его дому, это большое заблуждение. Этот дом был выбран для Эрнеста Хемингуэя и его друзьями. И неспроста. Через дорогу находится маяк, возвышающийся над городом. По их задумке, где бы ни закончил свой день любитель выпить Эрнест Хемингуэй, он всегда знал, как попасть к себе домой. А Эрнест Хемингуэй знал, кто где остановиться. Я думаю, наверное, здесь он любил пропустить стаканчик другой чего-нибудь крепленного. Интересное ощущение попивать мохито в том же месте, где это когда-то делал лауреат Нобелевской премии Эрнест Хемингуэй. Немного романтики в нашем путешествии. День Святого Валентина, Ки-Уэст. Мы наконец-то добрались до самой западной. Мы добрались наконец-то до самой южной точки Соединенных Штатов, Ки-Уэст. И здесь, на побережье океана, отмечаем День Святого Валентина. С праздником! Seven Mile Bridge. Я уверен, что за ним большая история, но в таком месте неохота гуглить и находить какую-то информацию. Хочется просто наслаждаться видом. С друзьями вон там. I was telling my wife that somebody caught a shark off the bridge with a line and tired it out and then ran a rope with a big hook down there and hooked it and worked all day because we saw it early in the day while they were messing with it, and then later in the day they had walked it all the way down and that thing that walks under the bridge wasn't there, so it's just rough rock and stuff. And they got it there and they drug it out, took a picture, and it was dead, and they were just going to throw it back in the ocean. And a bunch of the people, like I said, there was, I don't know, 50 people at least camped on this thing, and so we cut it all up and had it for dinner. Oh, nice. Только что выяснили, что это не Seven Mile Bridge, но все равно красиво. Майами! Майами! В путешествиях важно обогащать себя и культурно. И лучшее место во Флориде для этого – в Майами. Wynwood Walls. Wynwood Walls – это один из лучших примеров того, как промышленный район может быть превращен в приятный не только для туризма, но и для жизни центр.
Лучшие стрит-арт-художники современности приложили руки к этим стенам. При желании можно даже что-нибудь прикупить. Давайте посмотрим, сколько стоит эта коровка. Мама дорогая, у меня таких денег нет, но напоследок мы решили заехать к русским, у которых они есть. Sunny Isles Beach, или маленькая Россия во Флориде. Именно здесь каждый 10-й разговаривает по-русски. Именно здесь русские коррупционеры любят покупать дорогую недвижимость. Именно сюда приезжают обеспеченные русские женщины и народы, чтобы их дети получили американское гражданство. Здесь наше путешествие подходит к концу. Но это значит лишь то, что мы начинаем подготовку к новому. Ведь вся жизнь – это как одно большое путешествие с волнами новых впечатлений, ждущих нас.